Башня магов в патче 9.1.5. Это все та же башня магов, что и в Легионе. Она сложна в отыгрывании механик. Все так же есть ваншот механики, как и раньше. Одна ошибка равно одна ваша смерть. И это хорошо, что разработчики решили оставить так, как было раньше. Многие вещи, конечно, отличаются от того, что было в актуале. Более недоступны нам артефакты и легендарные айтемы. Но вернее, вы их можете надеть на себя, но их эффекты вам недоступны. Некоторые боссы могут довольно быть сложными для одних классов и довольно простыми для других. Раньше проблемы некоторых классов балансировались с помощью легендарок, но, увы, их сейчас нет. Также в башне магов не будут работать легендарные айтемы Shadowlands, Ковенанты абсолютно будут отключены, не будут работать шея, азеритовые предметы и плащ БФА. И абсолютно все старые легендарные предметы будут недееспособны. Ну еще ваш персонаж будет проскалирован до 45 уровня и будет иметь 50 айтем левел на время прохождения башни магов. Единственное, что нам остается, так это балансировка с помощью правильно собранных предметов с энчантами и, возможно, с сокетами. Пересмотрев много различных гайдов, потестив множество предметов и энчантов, я пришел к созданию этого видео. Без гир. Кто-то советовал фармить гиры из рейдов, катаклизма и пандарии из-за их сокетов, но, как по мне, это не лучший вариант, ибо они низкого айтем левела. И просто айтемы без сокетов за квесты 50 айтем левела будут такими же или даже лучше. Кто-то говорит, что лучший гир это крафтовые вещи пандарии. Они большого айтем левела и в них можно также вставить сокеты. Это скорее всего лучший ваш выбор, но такие предметы тяжело открыть в профессиях, или лучше будет сказать долго. На аукционе в данный момент эти предметы стоят дорого, ибо их продают обычно как трансмог. Но может быть вы найдете крафтеров, которые вам их сделают. Для некоторых людей этот вариант может быть и скорее всего будет довольно-таки трудноват, особенно если вы играете на мало заселенном сервере. Что еще нужно знать по поводу этих предметов? У них есть привязка к вашему классу. Эти предметы не должны быть выше 50 уровня, то есть крафтите вы их на 48 уровень, используя специальную реликвию. Этот вариант, конечно, может быть и будет для кого-то трудноват. Но есть варианты попроще, особенно учитывая, что некоторых боссов можно будет пройти и без гира, то есть используя простые зеленые айтемы за квесты или те, что вы можете приобрести на аукционе, но опять-таки их все же нужно будет зачаровать. Но имейте в виду, многие чары невозможно наложить на предметы выше 50 айтем левела. Также как вариант можно приобрести айтемы у NPC на расколотом берегу, но для этого вам понадобится валюта, осколок пустоты. Айтемы будут нужного айтем левела, но с абсолютно рандомными статами. Ранее я сказал, что фармить гир из рейдов, катаклизма или пандарии, ну и в принципе из многих старых рейдов, не лучший вариант. Да, это так, но есть айтемы исключения. У этих айтемов есть свои нюансы. Во-первых, большинство из них имеет довольно маленький айтем левел. Целая куча из них не работает на персонажах выше 49 уровня. То бишь на персонаже 50 уровня они работать не будут. Но так как в таймволках, то бишь башни магов, которые относятся к таймволкам, у вас будет 45 уровень персонажа, они более чем будут работать. Какие-то такие айтемы получаются в рейдах, и они будут статичного айтем левела. Но вот предметы, которые вы можете получить из обычных подземелий, их можно получить более высокого уровня, благодаря синхронизации с хроме. Для этого вам нужен персонаж не выше 50 уровня, либо же персонаж 50 уровня, но для этого вам нужно будет куда больше усилий. Во-первых, если у вас персонаж не 50 уровня, а 49 или меньше, вы говорите с хроме, вы выбираете какую-то временную линию. После этого вы идете в подземелье, с которого падает нужный вам предмет, и просите друга, чтобы он помог вам его пронести. Ваш друг беспроблемно зачистит все подземелье, и вы получите айтем высокого уровня, который вы потом сможете использовать в башне магов. И вариант второй. Вы своим high-level персонажем синхронизируйтесь с человеком, который заранее уже выбрал временную линию в хроме. Вы с ним синхронизируетесь, благодаря чему вы тоже становитесь в эту временную линию. Благодаря чему этот персонаж становится 50 уровня, у него скалируются денжи, вследствие чего он сможет получить более высокий айтем. Но вам понадобится в таком случае зарегаться в группу для прохождения нужного вам подземелья, и потом
с некоторой вероятностью вы сможете выбить нужный предмет. Но, опять-таки, это очень сильно может быть время затратно. Первый вариант, как по мне, самый-самый простой. Но если у вас он невозможен, ну, наверное, даже не стоит тратить на это время. Но вообще некоторые предметы могут быть очень и очень вкусные. Правда, возможно, эти предметы нельзя будет зачаровать, потому что левел их будет чуть больше, чем нужно. Айтемов, которые имеют различные эффекты, довольно-таки много. Многие из них можно скалировать под высокий уровень. Но в данный момент я не могу их протестировать, потому что нету таймволков. А персонажи, которыми я могу это сделать, и на которых уже есть подобные айтемы, они у меня высокого уровня. И после выхода башни магов я постараюсь сделать видео, где протестирую каждый, или, по крайней мере, большинство этих предметов. Давайте на примере одного из моих персонажей разберем, какой лучше гир, что примерно из себя он представляет и какие энчанты нам нужно будет сделать. Ну, во-первых, какой-то гир у меня уже имелся. Это вот эти вот легендарные ботиночки, которые я еще заимел в Легионе. Два айтема я приобрел у этого NPC, а именно это у меня был нагрудник и голова. Они мне выпали не с первого раза, и также были еще неудачные попыточки в виде 60 шмоток, которые нам, ну, совсем не подходят. Почему неудачные? Так потому, что эта шмотка могла прокнуть в любой другой слот, из-за чего мы бы этот слот не смогли зачаровать. Как можно заметить, у меня энчанты есть буквально на всех шмотках. Но можно сказать, вот везде, кроме как на аксессуарах и голове, есть зачарование. Даже вот этот пояс, в нем находится пряжка, которая позволяет вставить в него сокет. Вот. И если бы этот пояс был хотя бы на один айтем левел выше, в него нельзя было бы вставить сокет. Да. Давайте разберем, что из себя представляют мои вещи. Это я купил у NPC, это скрафтил с помощью ювелира своего. Это я купил на аукционе, тоже крафтовый предмет времен Легиона, его крафтят кожевники. Это я выбил из рейда, хотя ему альтернатива тоже либо какая-то зеленка, или все-таки какой-то крафтовый плащ из портняжного дела. Этот айтем я также купил у этого NPC. Это крафтовые запястья у нас. В кожевке они крафтятся. Написано, стоит 30 голдов. В принципе, очень неплохо, если вы имеете профессию. Эти перчатки также крафтятся с помощью кожевничества. Этот пояс я купил на аукционе из-за его характеристик. Штаны тоже из-за характеристик. Ботиночки у меня уже года 4 есть. Это из рейда, и это тоже из рейда. Это у нас из вольной гавани. Когда я качался, они мне выпали. А это у нас тринкет инженерный. Крафтится он с помощью одновременно двух профессий, пандарии и катаклизма. Сам тринкет крафтится с помощью навыка пандарии, но вот чтобы вставить вот такие вот сокеты, вам нужно обязательно иметь навык инженерного дела катаклизма, а его все-таки чуточку проблемно качать. Ну, даже не то, что проблемно, дорого. Оружие. Данный меч мне выпал при проносе вольной гавани. Эта пушка скрафтилась еще во времена БФА с помощью кожевничества. Вообще, с моим гиром мне очень и очень сильно повезло. У меня довольно-таки много присутствует сокетов. Но некоторые айтемы я мог бы скрафтить. Например, вместо колец из рейда есть прекрасные крафтовые кольца. Крафтятся они с помощью ювелирного дела времен БФА. И эти кольца как раз-таки можно будет зачарить без каких-либо проблем. Так, давайте прикинем, что из себя представляют энчанты и сколько они нам дадут суммарно бонуса к урону. Давайте начинаем. В шее зачарование, оно дает нам 8 искусности. 8 искусности это где-то процент урона нашего. Дальше идет у нас плечо. Это 5 ловкости, 2 крита. Давайте просто посчитаем, сколько мейн-стата мы получаем с зачарований наших. Давайте 5, 11, 22, 27. 33, 39, 45. И здесь у нас уже идут вторичные статы. Также вот сокеты идут у нас. При условии того, что у нас 45 получается с энчантов, два вот этих сокета нам дают бонус на еще 13. Итого 58 ловкости. Это с энчантов и сокетов. Это при условии того, что у меня не все сокеты стоят на ловкость. Хотя я могу ставить и дорогостоящие сокеты на 4 ловкости. Вот такие вот. В данный момент они стоят по несколько тысяч золотых, но вот сегодня я смог два урвать по 500 голдов за штуку. Очень и очень повезло. А так им альтернатива только сокеты на плюс 3 стата. Я мог бы ставить сколько получается? Раз,
2, 5, 6, 7, 7 сокетов, да? 7 сокетов на 3. Это у нас 21 стат. Я могу получить 21 ловкость еще бонусно. Это, наверное, было бы неплохо. Но если бы я вставил вот таких сокетов 7 штук, это у нас было бы уже сколько? Правильно, 28. Уже куда поинтересней. 28, но это почти 10% урона. Но, в принципе, мне искусность дает чуточку больше. Но, возможно, я в будущем, если мне не хватит урона, попробую перековаться в ловкость. Я всем советую зачаровывать своих персонажей перед прохождением башни мага. Хай-левельные про-игроки, конечно, не в счет. Я говорю про средних, либо вообще про новичков. И я посчитал, сколько мои энчанты и сокеты дают мне урона, и получил вот такую вот картину. Чарки и сокеты мне дают 75 искусности. Это примерно чуть больше 30% от всей моей искусности. Также энчанты и сокеты мне дают 58 ловкости и 5 крита. 58 ловкости это 16% от моей всей ловкости. То бишь 58 ловкости мне дает 16% урона. Энчанты, сокеты 16%. Думаю, понятно. Всего у меня искусности 250. Это 42% бонус. Посчитал и получилось, что 6 искусности дает мне 1% урона от магии хаоса. Далее я поделил 75 на 5,95 и получил прибавку урона 12,6% урона. Прибавил это к 16%, получил 28,6. Конечно, у меня не весь урон магия хаоса, у меня есть автоатаки, у меня есть укус демона. Это не магия хаоса. Но большинство способностей наносит все-таки урон от магии хаоса. Возможно, стоило бы мне идти в какой-то другой стат, но именно в башне магов мне будет приоритетней идти через искусность. Хотя потестирую, может быть, пройду ее через скорость. Ну, скорость мне дает куда меньше. Также стоит учитывать, что в башне магов мой персонаж будет не 50 уровня, а 45. А на 45 эти же статы будут давать куда больше прирост урона. Ловкость никуда не денется, потому что шмотки особо не будут скалироваться. Но вот любые другие статы на лоу-левеле будут давать больше. Ну и по поводу чарок на оружие я ничего не сказал. Я тестировал различные чары и пришел к тому, что самый лучший вариант для левой руки это у нас чары удар 5. Они вам статично дают несколько процентов урона. Это куда лучше, чем любая проковая чарка, которая примерно там 20, 30, 40% аптаймит. Но зато дает там 5-8% урона. Ну, типа, получается то же самое. То есть вот, как вы могли заметить, просто прибавочка к урону пролетела. У всех классов, которые так или иначе бьют своим оружием, то есть мили класс, ханты, у них урон способностей зависит напрямую от урона оружия. И данная чарка увеличивает урон оружием, тем самым увеличив автоматически урон абсолютно всех скиллов. Причем самое что интересное, у друида, например, увеличивается количество отхила с его хилок, которые он может кастить. Да, это забавно. Во второй слот вы можете зачаровать усилитель, живую сталь. Если вы играете силовиком, обязательная чарка это рыцарь. Она дает очень большой прирост. При проке аж целую сотню силы. Плюс еще немножко подхиливает вас. Это будет прирост урона аж 30%, а ее аптайм очень-очень велик. Если вы будете играть силовиком-танком, то в левую руку вам так или иначе лучше будет чарить рыцарь. И давайте поговорим о расходниках. Расходников довольно-таки много. Вы можете использовать актуальные Shadowlands. Вы можете использовать алхимию актуальную. Вы смотрите сами. Но я собрал самые лучшие варианты для использования на 50 уровне. Вот, давайте начнем с настоев. Лучшим вариантом для использования настоев это будут у нас настои БФА. Они никак не будут резаться в башне магов и будут давать те же характеристики, которые указаны на них. Хилпоты. Хилпот тоже у нас лучший вариант. Это хилпот БФА. Он вам сможет единоразово восстановить full хп, если, конечно, вы не танк. Дальше идет у нас еда. Еду лучше всего использовать из Shadowlands, но я не уверен, будет ли она скалироваться, потому что я ее не тестировал. Если она вдруг будет скалироваться, то можете, наверное, использовать любую еду дополнение. Легион, БФА или Shadowlands, смотрите сами.
Но, в принципе, еда недорогая, если она вдруг скалируется, можете выбрать другую или забить хрен, потому что она не дает прям шибко большого прироста урона. Ну, хотя пару процентов, смотрите сами. Так, различные точила. Теневое точило работает на 50 уровне. Теневое грузило работает тоже на 50 уровне. Зачем они нужны? Грузило используется для ударного оружия, то есть для всяких булав, то есть дробящее оружие. Теневое точило это для всяких мечей, пик, для топоров. Также о других грузилах старых дополнений. Грузило также увеличит урон дробящих оружий, пик всяких посохов тоже вроде к ним относится, на целых 4 единицы. Это неплохо. Также вам дает 3 крита. Есть еще одно точило, массивное точило. Оно вам дает примерно столько же урона, сколько и Shadowlands'овское, только в виде чистого урона. Не силу атаки, а чистый урон. Местами может быть полезно. Плюс, скорее всего, более эффективно будет во время скалирования, потому что теневые точила, они вроде как скалируются. И в итоге башни магов будут давать меньше, чем подобное точило. Также у этого точила есть альтернатива для дробящего. Это грузило. Классическое грузило. Правда, на аукционе его нету. Вы всегда можете найти его через профессию. Открываем кузнечное дело и ищем. Массивное грузило. Вот оно. Оно в крафте очень дешевое, так что это, наверное, самый выгодный расходник. Это использование самых простых грузила и точила. Правда, их нету смысла чарить на две пушки, только на левую. Зачарили, а на вторую лучше точила либо грузила из Shadowlands. Масла. Есть некоторые нюансы. Их полезно использовать. Правда, вот они почему-то, в отличие от точил, работают только с 51 уровня. Вот. О них было важно сказать, потому что они дают неплохой прирост урона, но вот есть еще одно масло, вот это, масло бальзамировщика. У некоторых классов, у которых нет отхила во время прохождения башни магов, у таких, например, как ДХ, вот как раз таки мой ДХ, я им тестировал прохождение башни магов и скажу вот что. Босс, против которого мы выходим, наносит очень много урона. И я бы сказал, 5% урона, который нанесет масло теневого ядра, не столь сильно влияет, сколь отхил от масла бальзамировщика. Оно действительно неплохо вас хилит, и местами вот этот отхил вам поможет в убийстве босса. Но, правда, оно работает только с 51 уровня. А для представителей классов, которые используют интеллект, лучшим вариантом будет либо масло теневого ядра, либо же вот это масло, которое вам будет на протяжении всего боя давать 17 интеллекта. Правда, вот оно, как и любые другие классические или БКшные расходники, требует предмет не выше 50 уровня, имейте в виду. Но маслица действительно неплохой, 17 инты. И еще одна вещь, которая вам очень-очень поможет, это бинты. Классы, у которых нет отхила, это единственный вариант подхила себя. И вот, в отличие от хилпота, у бинтов абсолютно разные КД. Вот можете сами убедиться. Вот у меня хилпот. Вот бинты. При нажатии бинтов хилпот не кулдаунится. Да и бинты тоже не кулдаунятся. Вы их можете использовать раз в минуту. Правда, вот на вас кидается дебаф. Вы все так же можете использовать хилпот. И видите, нет кулдауна. Раз в минуту можно себя подхилить неплохо так. Если прям совсем какая-то безысходность будет. Местами может быть очень и очень полезно. Ну и, конечно же, еще один расходник это барабаны. Барабанов очень много. Вы можете использовать абсолютно из любого дополнения. Дешевые, дорогие, смотрите сами. Барабаны Shadowlands работают с 51 и стоят довольно много. Вы можете использовать более дешевые варианты этих барабанов, и благо вы будете скалироваться до 45 и они будут у вас работать. Ну и в самом начале я не сказал по поводу ботов, которые будут наносить урон. Использование Shadowlands'овских вообще не имеет смысла. Вы просто посмотрите. 66 ловкости, 66 силы и требует 51 уровень. Может быть, дамагерские что-то нанесут? Ну, наверное, нет. Они действуют мало и требуют опять-таки 51 уровень. Настои, ну, как можете заметить, дают прибавку к характеристике меньше, чем бфашные. Идем дальше. А вот с потами дополнения БФа тут уже все поинтереснее. Смотрим. Не 66, 128 интеллекта. Здесь 128 ловкости. Здесь 128 силы. Есть еще дамагерские поты, которые наносят существенное количество урона. Куда больше, чем у потов Shadowlands, как можете заметить. И они, на удивление, не требуют от вас 51 уровень. Вы их можете использовать на 50. И стоят они
Просто посмотрите. Стоимость создания 40 голдов. Вы можете ими хоть обожраться. Здесь есть поты, которые увеличивают ваш критический урон по боссу. Есть поты, которые просто дают вам основную характеристику. Конечно, поменьше, но он, как можете заметить, зависит от количества мобов вокруг вас. И, может быть, если вы наберете много мобов и его нажмете, 191 основная характеристика будет существенной прибавкой к вашему урону. А так, оптимальный вариант для использования — это зелье неукротимой ярости. Оно действует целую минуту, и каждый раз, когда вы наносите урон, есть возможность нанести противнику 434 единицы урона. Как по мне, это очень и очень неплохо. Также, если вы собираетесь сражаться против большой леди или большая мамочка, как ее только не называли, используйте вот это зелье. Оно наносит существенный дополнительный урон, и оно не считается настоями. Это используется как еще одна зелька, только не считается ни зелькой, ни настоем, но урона вносит дохренищу. Если вы большой молодец, специально для вас, потому что вы дошли до этого момента видео, я скажу немножко о интересных тринкетах. Боевой рог. Если вы сражались в дополнении легиона, вы, скорее всего, залутали фамильный тринкет. Один из четырех. То есть боевой рог. Он вам что делает? Сам по себе он вам дает статы. Это уже приятно. Также при сражении с мобами дает 40 д силы. И против демонов дополнительно 10% урона по ним. На 15 секунд. Аналогичный тринкет есть для ловкачей. Правда, он немножко иначе работает. Почему аналогичный? А потому что он дает урон против демонов. Но при этом дает по умолчанию ловкость. И с некоторым шансом он наносит дополнительный урон и дополнительно увеличивает на 5 секунд урон по демонам. 5 секунд, ну, возможно, даже ловкачам будет выгоднее носить версию для силовиков. Аналогично есть вот такой тринкет, это для кастеров. Если он у вас есть, надевайте, пожалуйста, если вы сражаетесь именно против демонов. А так сам по себе, ну, он средненький тринкет. Не знаю, в башне магов есть демоны, враги, против которых ходят кастеры? Может быть, есть. Имейте в виду. Некоторые интересные тринкеты. Множество из них падает в подземельях. Классических, БКшных, личкинговских, катаклизмовских, да. Но для меня самые интересные находятся в подземельях Warlords of Draenor. В верхней части Черной горы есть интересные тринкеты. Они вам при нажатии дают большое количество искусности. Как можете заметить, искусность, универсальность. Давайте посмотрим для всех классов. Вот как можете заметить. 120 искусности, 120 универсальности, 120 крита, да. Пахальные версии дают уже побольше. Плюс тут есть интересные айтемы, которые неизвестно сколько дамаджат, вот. В других подземельях дополнения Warlords of Draenor есть также крутые тринкеты, например, вот эти. Они имеют неплохой пассивный прок, что в принципе неплохо. Ну и, наверное, в других тоже что-то есть, но это уже не так интересно. Вот здесь вот есть нажимной тринкет. Ну, по-моему, неплохие варианты есть в этих подземельях. Ну, или не особо. Но решать вам. Вот такой вот тринкет можно выявить просто в открытом мире. Находится айтем около гарнизона. Вот здесь вот он находится. Для того, чтобы он выпал уровнем повыше, надо тоже скалироваться с персонажем. Там находятся останки Элика, кости Элика. Надо будет просто их залутать. И получите вот такой вот тринкет. Во время теста башни магов я искал тринкеты, интересные тринкеты, в основном БФашные, легионовские, засматривался на них. И если множество тринкетов есть хороших просто, да, можете сами посмотреть, выбрать что-нибудь интересное для себя. Вот. Среди них всех я нашел интересный тринкет в инсте Легиона крепость Черной Ладьи. Здесь находится вот такой вот тринкет с очень интересным проком. Атаки в ближнем бою могут нанести, ну, какие-то 1800 урона и увеличить получаемый целый урон на 15%. Не, ну, изначальный прок 1800, это уже до хрена. Плюс этот тринкет умеет критовать. А как вам версия из путешествий во времени? Она имеет уже больше айтем левел. На хай левеле урон, по-моему, это как-то слишком сильно. В мификах плюс это будет вообще тринкет разорви личка. Ну, типа, это тоже неплохой. Классные тринкеты, мне нравятся. Ну и тринкет, который я посоветовал бы, наверное, носить абсолютно всем. Дракончик из призрачного железа. Данный тринкет крафтится с помощью инженерного дела Пандарии. Ему можно подобрать оптимальный айтем левел. В моем случае это максимально используемый с помощью реликов 54. Дальше вы в него можете вставить любые нужные вам характеристики. Искусность, дважды искусность и универсальность. Какие-то статы можно вставить трижды,
допустим, получить почти 50 крита или 50 скорости. Или как в ситуации с искусностью, которую можно всего лишь дважды вставить, и получить вот такой вот тринкет. Для вот этих шестеренок нужен навык инженерного дела Пандарии, они крафтятся. А вот эти шестеренки покупаются. Для их покупки не нужен навык, но вот их может ставить любой обладатель полностью прокачанного инженерного дела Катаклизма, и при этом данный тринкет не будет персональным. Вы можете попросить друга, подругу, чтобы они вам ставили шестеренки, если они имеют навык. Или вы можете просто приобрести нужный вам тринкет на аукционе, если он продается на вашем сервере. И давайте покажу, что он из себя представляет. Нажму на всякий случай барабаны для максимального дэмэджа, да. И вот смотрите, что может этот тринкет. Помимо того, что он вам дает кучу статов, которые вы выбрали сами, он сам еще наносит существенный урон. Прокает, как показывает Вовхет, раз в 45 секунд. По-моему, это очень и очень неплохо. Он единожды прокнул и нанес автоатаками урон, плюс грозовое дыхание. По всей видимости, кулдаун его способности также зависит от вашей хосты. Имейте в виду. Классы, которые имеют много крита или хосты, будут очень сильно дамажить с этим питом, потому что он также может критовать. И это очень классно. Плюс вот этот спел, он ауешит. Это очень классно. Ну и раз вы досмотрели до конца, стоит рассказать немножко о предметах, которые из рейда все-таки работают. Это оружие Гурталак. Я бы на вашем месте, пока есть время, выбил бы две версии этого меча, если вы играете воином. Если вы играете за ДК, паладина, ну именно про класс, которые работают с двуручным мечом, лучший вариант это использование этого меча, потому что он даст вам существенную прибавку к урону, а две их версии увеличат шанс прока данного бонуса. Почему я говорил, что предметы многие не работают? На некоторых есть вот такая вот приписочка, какие-то просто не работают и на них надписи нет. Какие-то очень слабые, которые несущественные бонусы дают, да. Про них я тоже говорил, как предметы, которые не работают. Они работают, они ничего не делают и при этом жирают ваш урон из-за своего маленького айтем левела. Вот. Можно еще также использовать вот этот меч. Он существенно меньше дает урона из-за своего сильно слабого айтем левела, но он может вам подхиливать. Плюс вы можете выбить версию этого меча повыше, и благодаря этому он будет вам давать еще больше подхила. Видите, мое хп регенится, я в бою. Правда, не пишет насколько. Небольшой подхил, но все-таки приятно. Плюс, если вы будете использовать скалирование, о котором я упомянул ранее, можно выбить версию этого меча побольше. Ну и предметов различных, их очень много. О них можно сделать прям полноценное отдельное видео. Плюс в него я планирую добавить предметы, которые будут работать во время таймволков. Например, если проскалироваться до 45 уровня, будет работать вот этот мечик, который тоже интересный. Атаки в ближнем бою могут вытянуть из противника жизнь, нанеся ему урон в объеме 1,5% от вашего максимального запаса здоровья. По-моему, это неплохой такой мечик для, например, танка. При этом вы восполняете здоровье в 2 раза больше, чем нанесенный вами урон. То есть, представьте, танк, ну, 1010 хп он имеет, да, плюс 1,5%, ой, плюс 3% здоровья, это 300. Ну, просто из воздуха 300. Он наносит 150. Ну, как бы, если он будет часто прокать, это неплохой такой мечик получается. И подобных айтемов куча. Вот есть, например, меч. Ваши атаки могут поразить противника энергией бездны. Этот меч не очень, но эффект прикольный. Если бы он часто прокал, было бы классно. Подобных предметов целая куча. Ролик бы получился, ну, довольно большой, этот, если бы я сюда засунул. Но упомянуть, наверное, было неплохо. Также, о чем стоит сказать, это моя табличка. Вот она. Ссылку на нее я оставлю в описании. Здесь указаны чары, различные сокеты, лучшие их варианты. Ну, сокеты здесь указаны не все, но я об этом написал. И здесь, ну, самые хорошие варианты я приложил. Вы можете навести, и появится ссылочка на Wovhead. Вы по ней перейдете, и вуаля, вот он сокет. Точно его название, что он делает, понятно. Итак, по отношению ко всему. Вот чарочки есть, допустим, для шеи. Оп, тут вот чарочка, сатир, все дела. Так абсолютно у всех предметов. Вот чарочка, вот тут чарочка. Просто наводите, и здесь указаны чарочки.
На момент записи данного видео здесь указаны в основном чарочки и сокеты. Также здесь вот где-нибудь я сделаю еще один столбик с расходниками, самыми лучшими вариантами. Может быть, даже все засуну. Вот. Так что спасибо за просмотр. Если данное видео оказалось вам полезно, просьба поставить этому видео лайк, подписаться на канал. И если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях, либо же мне в Дискорде, смотрите сами. Также при желании вы можете меня поддержать на моем бусте. Там я выкладываю различного рода гайды, которые не распространяются дальше платформы Бусти. Также вы там можете найти профили для ТСМ. Всего доброго, спасибо и пока.